Ищите, где вкусно и бюджетно позавтракать в самом центре Стамбула? Сейчас узнаете секретное место прямо у Босфора, где за адекватные деньги вы получите настоящий турецкий завтрак. Сегодня я вам покажу актуальные цены 2026 года и расскажу, почему турецкий завтрак – это настоящий культ и как правильно его есть, прямо как местные. А еще я расскажу, какой секретный ингредиент делает настоящий турецкий завтрак незабываемым и почему его никогда не едят в одиночку. Досмотрите до конца, цены в самом туристическом центре Стамбула вас точно удивят. Всем привет, мои дорогие! Мы сейчас в центре Стамбула с моим турецким султаном. Так получилось, что у нас здесь есть одно дело и есть свободный часик времени, поэтому мы решили провести его с пользой и позавтракать прямо здесь, в центре Стамбула, заодно и показать вам, где это можно сделать, достаточно по нормальным ценам, не обдираловка, как для туристов обычно, и, что самое главное, вкусно, и это прямо находится в 2 шагах от египетского рынка. Вы это место с легкостью сможете найти, если вы турист в Стамбуле. Район имени Ню в Стамбуле – это самое сердце старого города, шумный, хаотичный, пахнущий жареной рыбой и каштанами. Найти здесь уютную локацию без безумных туристических наценок – та еще задачка. Сейчас мы проходим знаменитую площадь у самого египетского рынка. И пойдем дальше углубляться в улочки, но совсем недалеко. Здесь буквально пройти несколько метров вот в ту сторону, и мы с вами уже будем в нашей кафешке, в которой мы сегодня с мужем будем завтракать. Здесь вот новая мечеть, вход в египетский рынок, все очень близко, вы здесь точно были как турист. И вон там вот находится эта кафешка. Вот здесь несколько кафешек рядом, они стоят. Я думаю, что многие туристы их замечали, когда гуляли здесь. А мы идем вот сюда. Завтракать мы сегодня будем в таком месте, прямо в центре Эменю. Это недалеко от египетского рынка, буквально, не знаю, наверное, метров 100 пройти. И здесь очень классные и достаточно недорогие для такого места завтраки. Как всегда, показываю вам меню. Здесь мы пришли позавтракать, поэтому сегодня будет только о завтраке речь идти. Смотрите, в общем, настоящий турецкий завтрак. На много-много тарелочек. Вот здесь показан пример. Здесь есть сыр в составе, оливки, помидорки, огурцы, яйца жареные. Видите, как здесь, наверное. Масло, мед. Что здесь еще? И чай, безлимитный чай. Очень часто в завтраках именно безлимитный чай. Здесь он стоит, такой завтрак, 450 лир. Это на человека, это где-то $10. Есть еще вот такой завтрак на 2 персон. Здесь больше наименований. И стоит уже на двоих 1250 лир. Все цены в долларах я подписываю. Можно еще, я так понимаю, взять тарелочку именно вот этих вот отдельно, то есть заказать, например, сырную тарелку 250, вот жареный сыр 300 лир, вот такие вот. Потом еще обязательно покажу вам, есть такое национальное турецкое блюдо для завтраков, менемен. Стоит он здесь 300 лир. Мы его закажем, я вам покажу. Омлет 250. Есть еще вот такая вот тарелочка для завтраков, называется быстрый завтрак. Стоит 300 лир. В принципе, то, что видите, то и принесут, наверное. И здесь очень вкусные тосты. Я вам показываю меню на английском. Нам уже делают сервировку. А на другой стороне здесь такое же меню на турецком. Но я вам показываю на английском специально. Есть тосты с кавурмой. Мы тоже заказали. Так, кавурмалы, это, наверное, вот этот вот 375 лир стоит, сейчас скажу. Да, тост с кавурмой. Это такое тушеное мясо. 375 лир. Айвалык. Это такой город в Турции, 400 лир. И что еще здесь есть? С сыром тост 200 лир. Короче, цены вполне нормальные. Есть еще вот такой вот какой-то крутой клаб-сэндвич. 600 лир. Это, наверное, прямо, не знаю, несколько штук, наверное, таких больших приносят. Вот
вот такое вот место. Это, например, самый центр Стамбула, в Эминönü. Вот такие цены на завтрак. Мы любим это место, потому что здесь более или менее адекватные цены. Не везде так, но просто чтобы вы имели в виду, что такое место здесь есть. Пока готовится наш заказ, давайте разберемся, почему турецкий завтрак, или по-турецки его называют кахвалты, это мировая легенда. Настоящий турецкий завтрак – это не просто перекус на ходу, это полноценный ритуал и философия. Его главная особенность – это концепция всего и понемногу. На столе одновременно появляются десятки маленьких тарелочек. Здесь работает принцип баланса вкусов – соленое, сладкое, острое и пряное, что обязательно входит в классический серпме кахвалты, то есть традиционный завтрак на несколько человек. Во-первых, сыры, как минимум 3-4 вида, от соленого белого сыра бейаз пейнир до тягучего кашара, разновидности твердого сыра, и даже жареных сыров хелим. Конечно, оливки и маслины. Турция оливковая страна, поэтому вам обязательно подадут несколько сортов. Овощи и зелень, хрустящие огурцы, ароматные томаты, перец и много петрушки с мятой. Сладкая зона – это мед, иногда прямо в сотах, со специальными густыми сливками, которые называются каймак. Это кайф, от которого просто невозможно оторваться. Я обожаю намазывать каймак с медом на хлеб. Рядом обязательно будут несколько видов варенья, от клубничного до инжирного, и паста пекмес с тахини. Выпечка – это свежайший, еще горячий семит с кунжутом, хрустящие слоеные пирожки бёрек и, конечно, горы свежего белого хлеба. Но главное – это горячие блюда. Иногда это могут быть просто вареные яйца или омлет, но королями стола могут выступать несколько других блюд. Первое – это менемен, король турецкого утра. Это не просто яичница, это нежнейший скрэмбл, который тушится вместе с томатами, зеленым перцем и специями, иногда с добавлением сыра или суджука. Его фишка в том, что его не едят вилкой, в него принято макать кусочек свежего хлеба прямо со сковороды. И бывают иногда тосты, но забудьте про сухой хлеб из тостера, как это у нас принято. Турецкий тост – это хрустящий, прижатый на гриле багет с обильной начинкой из сыра кашар и острой колбасы суджук или мяса кавурмы, щедро смазанный сливочным маслом. И, конечно же, все это великолепие запивается турецким чаем. Никакого кофе во время завтрака, только крепкий, обжигающий черный чай из традиционных стаканчиков тюльпанов. Причем чай на завтраке должен литься рекой. Хозяева заведений будут обновлять вам стаканчики постоянно. Часто такой завтрак турки готовят и дома. Турецкий завтрак не терпит спешки. Это время для долгих разговоров с семьей и друзьями. Такой турецкий завтрак может растянуться на 2-3 часа. Но сегодня мы решили отказаться от огромного стола с кучей тарелочек и взять то, что сами турки чаще всего выбирают для быстрого, но очень сытного завтрака. Заказала чаек себе турецкий, конечно же. Нам уже принесли чай и принесли уже хлеб. Хлеб здесь приносят бесплатно, всегда вообще везде в Турции бесплатно приносят хлеб в неограниченном количестве, можете себе заказывать. Ну, а конечно же, я не представляю себе завтрак без турецкого чая, поэтому обязательно его всегда беру. Кстати, чай здесь, сейчас напитки вам покажу, еще вот здесь отдельное меню. 80 лир чай, если хотите большую чашку, 110. И что еще? Есть травяной, кстати, чай не везде в Турции есть, 110 тоже лир. Турецкий кофе 140. Нескафе 160, удивительно. Обычно наоборот Нескафе стоит дешевле, чем турецкий кофе. Ну здесь вот так. И еще есть вот капучино 240, кока-кола 125, вода 70 лир. Ну вот видите, напитки здесь, конечно, не дешевые. Так, здесь что у нас какой-то, это, по-моему, сладость. Бутатлы Машка? Чурус. Это сладость такая. Ага. 275 лир она стоит. Рекламку поставили нам здесь. Так, смотрите, вот это менемен. Это такое блюдо, которое делается из яиц и с овощами, с помидорами, с перцем обычно. Вот здесь есть перец. Кто-то делает с луком. И вот такой тост. Это огромный хлеб. Огромная порция тоста с кавурмой, мясо. Цены я вам показала. Сейчас будем кушать. Афет окнышко. Салашки. Менемен дает. Скушает менемен тоже.
Вот так обычно едят менемен с хлебом. Ко мне тут пришел в гости кто-то. Кто тут пришел? И ко мне пришла зайка. Менемен. Его едят с хлебом, как я уже сказала. Обычно просто хлеб макают сюда. Вот такая красота. Это очень вкусно. Но очень горячо. Знаете, за что я обожаю такие моменты? В Стамбуле никто не спешит, пока завтракает. Вот это классно. Вокруг нас суета, люди бегут на работу или на экскурсии, а мы сидим, болтаем, хрустим тостом и не спеша пьем горячий чай. Я решила в менемен макать прямо тост. Может, еще поперчит, посолит. Кстати, у него еще есть оливки. Полноценный турецкий завтрак. Запомните главное правило. Без чая турецкого завтрака просто не существует. Его пьют литрами горячим из стеклянных стаканов тюльпанчиков. А вот кофе турки пьют строго после завтрака. Запивать менемен капучино здесь точно никто не станет. Если вы вдруг решили запить турецкий завтрак кофе, то турки на вас точно посмотрят очень удивленно. Так, вот такой нам счет пришел, смотрите. Значит, менемен 300 лир, 375 лир тост, 80 лир чай и 125 лир кола. 880 лир на двоих мы здесь позавтракали. Вот такие цены. Кстати, здесь написано цена и в евро. Я только сейчас заметила, и в долларах. Что очень удобно тем, кто платит в валюте. Значит, здесь принимают и доллары, и евро. Обычно в кафешках, если где-то просто не в центре Стамбула, то не принимают ни доллары, ни евро. Ну, картой, конечно, можете расплатиться, но не наличкой. А здесь вот, наверное, принимают и так, и так. Кстати, в этой кафешке завтракаем мы не первый раз. Всегда сюда заходим позавтракать, когда гуляем в центре Стамбула. И вот так выглядел наш завтрак здесь в прошлый раз. Это классическая турецкая тарелка с завтраком на одного человека. Здесь есть все, что я вам рассказывала. Это яичница, сыры, оливки, зелень, мед. И, кстати говоря, бонусом в этой кафешке идет вот такой вот роскошный вид на Галатскую башню на противоположном берегу. Мне кажется, ради одного этого вида уже стоит сюда прийти, тем более, что это недалеко от тех мест, где обычно гуляют туристы. Вот даже приближу вам Галатскую башню на самый максимум. Давайте посмотрим, кто там сегодня гуляет наверху. Ну что, мы поели вкусно, но очень быстро, буквально полчаса посидели, показала вам в принципе меню, все актуальные цены на сегодняшнее время в 2026 году. Сейчас у нас май. Для тех, кто смотрит в будущем, цены в Турции достаточно быстро меняются. Ну, сейчас вот такие вот актуальные цены. А сейчас мы бежим, собственно, по нашему важному делу. Мы будем садиться на паром и плыть на Принцевы острова. Кто не знает, это острова, которые находятся в Стамбуле. Ну, до них плыть где-то часик-полтора. Сама еще пока не знаю, сейчас только будем садиться на паром. Тоже вам буду оттуда снимать, но это уже будет отдельное видео. Вы либо его уже посмотрели, либо же посмотрите в будущем, потому что я пока еще не знаю, в каком порядке я буду это все монтировать. Вы только посмотрите, какая красота, я просто обожаю это место. Кстати, если вы турист в Стамбуле, то для вас лайфхак. Прямо здесь, на причале Eminönü, вы можете купить самый бюджетный тур по Босфору. Он обойдется вам всего в 250-300 лир. Это вообще копейки. По-моему, он длится часа два. И это отличный способ увидеть город с воды, если вы ограничены в бюджете. Если вам нравится такого рода видео, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этими роликами. Я, как всегда, жду ваши комментарии. Откуда вы хотите следующие обзоры, из какого магазина, кафе, какие цены вам показать в Стамбуле, в Турции, в общем. Так что жду ваши комментарии. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.